Я вас приветствую, мои дорогие друзья! Сегодня в этом видеоролике я хочу освоить и проверить на практике все способы, что смог найти на YouTube, по изготовлению заготовок круглого сечения. Простыми словами говоря, изготовление вот таких вот круглых палочек. Уже предвижу часто задаваемый вопрос в комментариях, и поэтому я решил опередить вас сразу и ответить на вопрос: а зачем? Дело все в том, что я живу в частном доме, у меня есть приусадебный участок и огород. Поэтому мне необходимы периодически черенки разного диаметра и разной длины для граблей и тяпок, преимущественно из твердых пород древесины, чего, увы, в наших магазинах приобрести никак невозможно. Также иногда нужны бывают шканты разных диаметров для половых досок без замков. Ну а сейчас, на данный момент, мне нужны заготовки 22 диаметра в больших количествах, я их использую в качестве ручек для бензиновых горелок. Существует два основных способа изготовления деревянных заготовок круглого сечения. Способ номер один основан на вращении режущего инструмента вокруг неподвижной заготовки. Такой способ применяется на деревообрабатывающих предприятиях, где изготавливают черенки для лопат. Способ номер два — это когда режущий инструмент неподвижен, а заготовку мы вращаем при помощи либо шуруповерта, либо гайковерта. Этот способ я и буду использовать в условиях моей маленькой мастерской, потому что он наименее энергозатратный и не требует дорогой оснастки. Итак, первый способ довольно популярный. Это изготовить круглые деревянные заготовки на циркулярной пиле. И тут я бы немного хотел акцентировать на это внимание. Если у вас нет никакой циркулярной пилы, ни настольной, ни вот такой комбинированной, как у меня, ни торцевой пилой, в конце концов, прикрученной к столу, то никакие последующие способы изготовления круглых заготовок вам выполнить не получится. Почему? Потому что для того, чтобы изготовить круглую заготовку, вам необходимо сначала нарезать вот такие квадратные заготовки из доски. Никакими другими методами это сделать просто невозможно. Разве что вы не хотите топором колоть доску вот на такие квадратные заготовки и тесать потом ножом, чтобы сделать более-менее ее ровную. Так себе, но вариант. Включаю пылесос и на циркулярной пиле нарезаю с отрезка дубовой доски заготовки шириной 16 мм. После чего эти заготовки калибрую в точный размер, но с других граней. В итоге нарезал заготовок с обалденным запасом, для того, чтобы попробовать все возможные варианты. Материал преимущественно дуб и клен. Самые твердые сорта, которые есть в моей мастерской. В общем, какие диаметры здесь мы можем получить? Заготовка 11 мм для 10 мм палки. 12 тоже для 10 мм. Здесь у меня квадрат 16 для 15 мм. Квадрат 21 для 20 мм. И то, что мне нужно на данный момент, это квадрат 23 для палки диаметром 22 мм. Для изготовления приспособления я взял дубовый брусок произвольного размера. И по всей его длине, на максимальном вылете полотна, делаю прорезь. Ширина заготовки составила 23 мм, а ее диагональный размер составил 32 мм. Фиксирую брусок в тисках. Сверлом диаметром 35 мм сверлю до прорези. Контролирую глубину сверления линейкой, после чего сверлом 22 мм сверлю брусок уже насквозь. Прорезью надеваю брусок на пильный диск и выставляю глубину резания полотна так, чтобы зубья не выходили за предел отверстия диаметром 22 мм. После чего фиксирую брусок к столу двумя струбцинами с двух сторон. Для передачи заготовкам максимального момента от шуруповерта из разных профильных трубок изготовил 3 воротка, которые надеваются на заготовки. Фаски с заготовок снимаю на торцевом шлифовальном станке. На нем же затачиваю заготовку под конус с одной стороны для захода. Волокна с круглой палки легко удаляются при помощи наждачной бумаги, прижав ее ладонью к заготовке и вращая саму заготовку шуруповертом. Итак, этот способ мне понравился, и он очень даже быстрый. К достоинствам.
Простота изготовления всех комплектующих и в принципе не нужно ничего лишнего. Вам нужен просто один единственный брусок с необходимыми вам диаметрами и можете изготавливать сколько угодно и в любых масштабах без всяких проблем и быстро. Этим способом можно реально без проблем делать заготовки больших диаметров 35-40 мм без всяких проблем. Единственное, если заготовка только длинная, нужна здесь еще и направляющая, чтобы вот эта заготовка не виляла в левую и в правую сторону, чтобы черенок был ровным. Что в итоге у нас получилось? Здесь был просверлен диаметр 22 мм, и заготовка у нас в итоге получилась диаметром 21,5 мм тут и 21,5 мм тут. Здесь, в принципе, то же самое. Единственный минус этого способа — это то, что поверхность не особо высокого качества. Но это все легко решаемо при помощи наждачной бумаги. Имейте в виду, что если все обработать до чистовой поверхности, с диаметра потеряется примерно 1 мм. Способ понравился? Дальше. Следующий довольно популярный способ — это использование обыкновенной плашки по металлу. В моем случае это плашка М12 на 1,25, значит я буду использовать заготовку на 11 мм. Попробуем, что из этого получится. Итак, данный способ рабочий, простой и быстрый. Не требует практически ничего, кроме заготовки. Что хотелось бы сказать. В общем, у меня плашка М12 на 1,25 и заготовка после шлифовки наждачной бумагой у меня получилась в диаметре 10 мм по всей длине. Заготовки ровные, цилиндрические, без всяких проблем. Отлично. Этот способ подходит для изготовления круглых заготовок до 15 мм. Все, что свыше, это просто уже нерационально, потому что заготовку нужно крутить уже серьезным гайковертом, и усилия резания здесь будут очень большие. Потому что, как-никак, в этой плашке 4 режущие кромки. Это нужно чем-то крутить. Но способ классный, в копилку. Один из способов. Нам предлагается взять какую-либо трубку с подходящим внутренним диаметром, при помощи УШМ сделать 4 надреза и сделать вот такие 4 режущие кромки. То есть у нас получается здесь 4 резца. Вот он, вот он, вот он и вот он. Лепесток я уже приварил от себя, чтобы можно было это приспособление закрепить в тисках. Ну попробуем. Внутреннее отверстие трубки 16 мм. Что-то так быстро очень. Попробуем еще раз. В этот раз взял кленовую палочку с сечением квадрата 17 мм. Какая-то полная фигня, если честно. Расщипалась она вся. Давайте еще раз дуб попробуем. В этот раз взял заготовку дубовую, но уже с сечением 20 мм. Повторюсь, внутри трубки 16. Насколько хватит мощи шуруповерта. Ага. С трудом ты ее протащил, конечно. А вытащить как? Бог его знает как. Вот как-то так. Ну, качество я могу сказать так себе, если честно. Итак, способ оказался рабочим, но в нем недостатков больше, чем достоинств.
Одним достоинством является то, что внутренняя трубка у меня диаметром 16 мм, и заготовки из нее выходят все калиброванные строго 16 мм. Качество поверхности не особо впечатлило меня, то есть не гладкие, а именно такие шершавые. Работал с твердыми породами, получается нормально, с кленовые все рассыпались абсолютно все. По большому счету, это все повторение той же самой плашки, только здесь нужно еще и скрутиться, извертеться, найти подходящую трубку, нарезать режущие кромки, приварить лепесток, чтобы не проворачивалось в тисках. То есть геморроя больше, чем работы как таковой. Ну и имейте в виду, что это сырой прокат, режущие кромки будут периодически садиться и очень даже быстро, поэтому вам нужен очень мощный шуруповерт или гайковерт, чтобы заготовку здесь крутить. Способ рабочий, но я лично не рекомендую, слишком геморройно. Для следующего приспособления взял стальную пластинку шириной 5 мм. Зафиксировал ее в тисках. В произвольном месте накернил место под сверление. И сверлю отверстие диаметром 10 мм насквозь. Далее маркером отмечаю место будущего реза. После чего делаю косую прорезь при помощи УШМ. Кладу заготовку на плиту с отверстием и при помощи зубила и молотка отгибаю будущую режущую кромку 2 ударами. Далее необходимо отшлифовать и заточить режущий зуб. Можно это сделать надфилем, либо гравером с диском, как в моем случае. Итак, дубовая заготовка. Пробуем. Блин, классно. Кленовая заготовка. Длинная. Давайте еще раз дубовую попробуем. Итак, что хотелось бы отметить по этому способу. На данный момент он мне нравится больше всех, и я объясню почему. Сделан из подручных материалов и сделан довольно просто. Просверлить отверстие и срезать наискосок. Кроме того, все палочки исключительно калиброванные и внешним видом выглядят отлично. То есть тут небольшая обработка наждачной шкуркой, и они вообще просто шикарные, как заводские. Следующее. Здесь из-за того, что очень тонкая пластина и всего лишь одна режущая кромка, усилия резания минимальные. Можно работать даже самым слабым шуруповертом, без всяких проблем. Кроме того, если отогнуть еще и вторую пластинку, у нас получается пластинка двухсторонняя. Мы можем резать как с одной стороны, так и с другой стороны. А если еще ее сделать из легированной пластинки и закалить, так это вообще приспособа получается вечная. На все случаи жизни. Теперь настало время попробовать один из самых популярнейших способов в интернете по изготовлению круглых палочек. Это использование вот такого приспособления. В общем, деревянный брусок, предпочтительно из твердых пород древесины. В нем сверлятся отверстия необходимые. После чего рубанком снимается поверхность до обнажения этих отверстий. В моем случае я чуть-чуть переборщил. То есть слишком много снял. И в итоге у меня здесь размеры не 22, 20, 15 и 10, а скорее всего 20, 18, 13 и 8 мм. В принципе, здесь должно быть немножечко, прям вообще обнажено, совсем немножко. Принцип какой? В общем, здесь калиброванное отверстие. Мы ставим любой режущий инструмент, будь то железка от рубанка, либо любая стамеска. И вращением мы срезаем как карандаши. То есть, по большому счету, она напоминает как точилку для карандашей. Только точилка для карандашей точит конус, а это цилиндр. Попробуем.
Начнем, пожалуй, с самой маленькой. Лезвие ставим примерно вот так. Ну и притягиваем его струбциной. Все на самом деле очень просто. Как это в деле? Сейчас попробуем. Дубовая заготовка, квадрат с сечением 11. Угу. Ну, что хочется сразу отметить, качество изготовления вообще отличное, просто обалденное. Деревянная заготовка с сечением 16. Попробуем. Подраскололась. Ну, в принципе, выдержана в размере. Сейчас попробуем дальше. Заготовка под 20 мм, но из-за того, что у меня сейчас очень грубо сняты фаски, хочу на 22-м снять сначала фаски. Угу. Прокручивается патрон. Попробуем. У меня в итоге заготовка подошла под размер 22. Очень даже. Да блин. Ну, качество, конечно, исполнения отличное, просто отличное. В общем, что хотелось бы отметить по этому способу. Недаром он популярный. Дело все в том, что заготовки после него получаются ну просто отличного качества. Они все зашлифованные, все блестят и не требуют последующей обработки. В общем, та палочка, которую я обрабатывал на 22 диаметре, у меня получилось, как и следовало ожидать, 20 мм, минус двойка. Та, которая у нас 15, у нас по факту получилось 13 мм. И та, которую сверлил точнее обрабатывал на 10 мм, у нас получилось 8. А нет, не 8, 9. 9 миллиметров. Ну, это, собственно говоря, мой косяк, потому что я слишком много срезал с верхней части рубанком. Способ отличный, нормальный и даже справляется вполне себе с большими заготовками. Минусов как бы в этом способе я пока что не вижу. Поработав этим методом, в этом приспособлении выяснился один небольшой нюанс. Для тех, кто работает на нем, он и так об этом знает. Но для тех, кто ни разу таким методом не делал круглые заготовки, расскажу. Дело все в том, что когда мы сюда заводим заготовку, ее немного нужно прижимать вот так. То есть, чтобы вот эта часть прижималась к верхней части вот этого приспособления. Тогда получается, что сама деревянная заготовка полируется об края приспособления. А съем здесь стружки идет вот, ну как прямо точилка с карандаша. Продемонстрирую. Ну и посмотрите, какое качество заготовки получается. Вот ну просто сказочное. Итак, мои дорогие друзья,
Показал я в этом видеоролике вам 5 основных способов изготовления вот таких вот круглых палочек, заготовок круглого сечения. Эти способы самые популярные в интернете. Хотел я еще показать способ с фрезерным станком, но в итоге от него отказался, потому что далеко не у каждого этот станок есть. Итак, теперь необходимо подвести итоги и поставить эти способы по приоритетам. Что брать за основу? Первое. Самое главное, чтобы палочки были калиброванные в размере. Второе. Качество поверхности. И третье. Скорость изготовления. На первое место я поставлю вот такое примитивное простое приспособление. Почему? Оно примитивно просто в изготовлении. Палочки из него получаются строго калиброванного размера, и поверхность у них вполне себе нормальная. Немножко обработать наждачной бумагой, и все будет вообще отлично. Самое главное достоинством еще является то, что здесь очень маленькие усилия резания, потому что здесь всего лишь одна режущая кромка, точнее две, с двух сторон, если правильно все сделать. Если же вот такое приспособление изготовить из легированного металла, то оно занимает очень мало места, а выполнять работу будет, как все вот эти приспособления. Так что поэтому ставлю я ее на первое место. На второе место я поставлю вот такое приспособление вместе со стамеской. Ну, стамеска, железка, трубанка, как угодно. Почему? В принципе, способ очень простой, позволяет делать диаметры абсолютно любые, быстрый, не особо сильно нагружает шуруповерт, и поверхность здесь ну просто потрясающая. Она, кстати, здесь видна в отличие от всех, то есть она гладкая, блестящая. Вот, это после вот этого приспособления. Ставлю на второе место. На третье место я поставлю, скорее всего, циркулярную пилу, потому что она позволяет делать заготовки очень быстро. И позволяет делать любые необходимые диаметры и любую длину. На четвертое место поставлю плашку. Почему на четвертое место? Потому что, ну, во-первых, с ней можно работать с маленькими диаметрами, и после нее нужно очень сильно обрабатывать заготовку. Ну и на пятое место я поставлю трубку с 4 режущими кромками. В этом приспособлении множество недостатков, их больше, чем достоинств. Недостатками является то, что здесь огромные усилия резания, то есть нужно очень мощный шуруповерт либо гайковерт. Самым главным недостатком является то, что вы, возможно, вряд ли подберете трубку с необходимым вам внутренним отверстием. Ну и в изготовлении это тоже еще тот геморрой. Не рекомендую. Ну, в принципе, все, что я хотел, я вам показал. На сегодня у меня все. Всем, кому видео было полезно, не забываем ставить палец вверх. Всем пока!